А вы знаете, что боль в плече может возникать из-за гинекологической проблемы? Когда-то в начале 20 века профессора Павлонский и Лапинский описывали возникающую острую боль в плече при аднексите и внематочной беременности. Но я не буду в очередной раз рассказывать вам про боль в плече, о ее причинах, а мы поговорим о футболе. Футболе в медицине. И о том, как очень часто врачи футболят пациентов из одного кабинета в другой. Почему я начал разговор с боли? Все-таки это самая частая причина, по которой к нам, к врачам, обращаются пациенты. Будь то боль в спине, в пояснице, в шее или в плече, пациент приходит и просит избавления. Но, к сожалению, очень часто боль не связана с неврологическим, или травматологическим, или ортопедическим, ревматологическим процессом. Может быть, это и проблема кардиологического, и, как я сказал, уже гинекологического толка, а может быть, пациенту нужен психиатр. И вот здесь я хотел бы поговорить о неочевидных причинах боли в плече. Ко мне очень часто прилетают комментарии на тему, какие упражнения, как выполнять упражнения. Я сразу оговорюсь, что первое, с чего надо начать, когда вы пришли в кабинет к терапевту, это все-таки лицо первого контакта в любой поликлинике, да и порой в стационаре тоже. И именно он является таким медицинским диспетчером, который начинает определять, а кому отправить пациента с той же болью в плече. И говорит, этому нужен ревматолог, а этому травматолог. И надо понимать, если очень сильная боль в плече, и она носит острый характер, пронзающий характер, и это связано, например, с падением или неудачным движением в спортивном зале, то прежде всего надо подойти к травматологу или ортопеду. Пусть он определит и выявит или исключит острую причину боли в плече. Вывих, перелом или исключит острый процесс типа артрита. Но бывает так, как это приключилось с одним из моих пациентов, который после тяжелой физической нагрузки вдруг ощутил сильную боль именно в плече, отдающую в шею. С чем он мог связать эту боль? Да, наверное, тот самый остеохондроз, и надо бежать к неврологу, потому что, наверное, что-то где-то защемило. На самом деле это оказался трансмуральный инфаркт миокарда. Специалисты знают, что это одна из самых тяжелых форм инфаркта миокарда, из-за которой некоторые наши пациенты погибают. И я бы хотел сказать об атипичных вариантах болевых синдромов. Мало кто знает, что боль в плече, в грудном отделе может возникать из-за эндокринологической патологии. Да-да, есть такой редко встречающийся тип диабетической нейропатии, который очень напоминает межреберную невралгию. И вот пациент начинает намазывать себе бока, пить разные болеутоляющие таблетки, вместо того, чтобы проверить уровень глюкозы в крови. В своей практике я очень часто встречаю пациентов, которым нужен специалист вообще другого профиля. Я говорю о психотерапевте или психиатре. И не надо здесь, знаете, возмущенно закрывать уши руками и говорить, вы сами идите к психиатру, а я не псих. Речь не о том, что есть какая-то психиатрическая патология, но зачастую у пациентов, которые испытывают хроническую боль. Напомню, хронической мы называем ту боль, которая длится свыше 3 месяцев. Так вот, у части из этих пациентов формируется так называемый синдром хронического болевого соматофорного расстройства. Могу сказать для наших коллег, врачей-неврологов, терапевтов, что в МКБ-11, международной классификации болезней 11-го пересмотра, мы встретимся с отдельной группой, с отдельным кодом, который описывает именно хронические синдромы. До этого момента этой группы не было. И, возможно, специалистам это поможет разобраться, классифицировать различные типы хронических болевых синдромов. Почему я заговорил о психотерапевтах, о психиатрах? Дело в том, что когда человек долго испытывает хроническую боль, фокус смещается из зоны повреждения поясницы, грудного отдела или плеча совсем в другую зону, в зону нашего головного мозга. Там образуется эдакая заноза, которая не дает пациенту ни спать, ни жить, ни работать. Формируется некий триггер, очаг раздражения, который постоянно будет в состоянии возбуждения, и обезболивающие препараты, я хотел бы это подчеркнуть, не будут влиять на состояние нашего пациента. Здесь нужен совершенно другой подход.
Да, возможно, антидепрессанты, о которых я не раз говорил на своем YouTube-канале. Возможно, анксиолитики, препараты, которые снимают тревогу. Или антиконвульсанты, еще одна группа препаратов, которая помогает. Но это, конечно, выбор должен сделать специалист, врач, с которым вы должны посоветоваться на эту тему. И еще один метод немедикаментозной коррекции болевых синдромов, прежде всего болевого соматофорного расстройства, это когнитивно-поведенческая терапия. Ее проводит специально обученный психолог или врач, может быть, это будет психиатр или невролог, но который прошел определенный курс когнитивно-поведенческой терапии. Это специфическая методика, которая позволяет бороться с превратными, ошибочными представлениями о природе нашей боли. Итак, мы в итоге получаем ситуацию, когда пациент, у которого болит плечо, вынужден порой обращаться к разным специалистам, и они не должны футболить его, как тот мячик на соответствующем поле из кабинета в кабинет. Нужен мультидисциплинарный подход к этой проблеме, то есть специалисты разного профиля вынуждены работать с пациентом, у которого, казалось бы, обычная боль в спине, в шее, в плече. Невролог, терапевт, ревматолог или психиатр. И здесь дело не в том, что пациенту надо пройти многочисленные обследования. ЭКГ, эхо-КГ, рентгенографию суставов или позвоночника, МРТ многочисленные и так далее. Как раз вот этого-то с избытком хватает у наших пациентов с огромным количеством папок, которые они приносят к терапевту, к неврологу. Это тот самый футбол. Потому как порой легче спрятаться за некими объективными обследованиями и найти грыжу Шморля, протрузию, пролапс, который вроде бы мы и объясняем источники вот этого болевого синдрома. Но давным-давно показано современными исследованиями, что морфологические изменения в позвоночнике, а порой и в суставах, не определяют ни интенсивность, ни степень хронификации процесса, и дело совершенно в другом. И вот этого понимания порой не хватает между специалистами, которые смотрят очень узко на проблему, в том числе и боли. Боли в плече или в пояснице. Каждый пытается найти что-то свое и ходит по этим кругам и говорит: ага, на что вы жалуетесь? Пациент говорит: у меня вроде бы болит и плечо, и под лопатку стреляет. Что сделает кардиолог? Он отправит на ЭКГ, чтобы правильно исключить инфаркт миокарда. А что сделает травматолог или ортопед? Он отправит на рентгеновский снимок. В результате что мы можем получить? Во время кардиологического исследования вдруг находятся минимальные изменения в виде, скажем так, пролапса митрального клапана первой степени. Могу сказать, что это не клинический феномен, и за него цепляться не стоит. Равно и как за феномен протрузии и пролапса, повторюсь, что современные исследования давным-давно доказали, что нет взаимосвязи, корреляции между тем, что мы находим на рентгеновском снимке, и клинической картиной заболевания. Уважаемые зрители, я предлагаю вам мини-курс по избавлению от боли. Специально подобранные упражнения помогут вам, в случае, конечно, если у вас нет острой серьезной патологии, избавиться от боли в спине, в плече. Ссылка в описании к этому ролику. Будьте, пожалуйста, здоровы, а мы продолжаем. Когда вы чувствуете, что количество не перерастает в качество, то есть количество ваших обследований и количество консультаций у отдельных врачей не достигает того результата, которого вы хотели бы добиться, то бишь избавления от вашего болевого синдрома, наверное, стоит найти клинику, специализирующуюся на болевых синдромах. Да, такие клиники есть, и такие специалисты есть. Кто-то их называет алгологами, где-то называет их специалистами кабинета или клиники боли, в которых предлагается мультидисциплинарный подход. Я имею в виду именно клинический мультидисциплинарный подход, когда на пациента смотрят разными глазами и ищут причину боли не в одной какой-то ситуации, а пытаются рассмотреть пациента в целом. И речь не идет о том, чтобы сразу навалиться и назначить ему кучу уже не обследований, а массажи, иглорефлексотерапии, капельниц и прочее, прочее. Сначала мы должны разобраться с причиной вашего болевого синдрома.